Всем привет! Сегодня долгожданный баттл. Непосредственность против рассудительности, изысканность или простота, падение либо взлет. Таня или Андрей, кто победит, решают друзья и сын Ваня. И сейчас мы готовим не просто блюдо, а главное мясное блюдо к новогоднему столу. Оставайтесь с нами, чтобы знать, кто и как одержал победу. Начинаем с Андреем. С Таней мы договорились готовить телятину. Чтобы победить, выбрал добротный кусок идеальной телятины. Ну почти. Мраморную говядину. И чтобы точно выиграть, мы еще и замаринуем ее. Выдавливаем сок из 3 апельсинов. И 1 хурмы. Процеживаем массу. Добавляем соль. И примешиваем. Удаляем на мясе пленку. И беремся за шприц. Заполняем его маринадом и шприцуем говядину. Петрушку, кинзу и укроп мелко измельчаем. И оливковое масло. Перемешиваем руками и втираем в дичь. Далее запечатываем в пленку и отправляем в холодильник на 12 часов. На следующий день распечатываем мясо и смываем зелень. С помощью салфетки убираем остатки воды. Поджариваем мясо на гриле со всех сторон. В форму для запекания с розмарином и чесноком кладем говядину. Заранее мы сделали еще один соус из сока 2 апельсинов. И 1 столовой ложки меда. Выпариваем на медленном огне и смазываем мясо. Прикрываем фольгой и запекаем 3 часа при температуре 150. А теперь давайте посмотрим, с чем Таня настроилась на победу.
Я, конечно, в шоке от барских замашек Андрея. Подумать только, мраморная говядина, еще и маринованная. Надеюсь, что нога теленка по рецепту популярного украинского шеф-повара сможет противостоять такому мясу. С чего же начать? Конечно, с помощи Андрея. Отрезаем сухожилия. Надрезаем мясо. И отпиливаем часть кости. Обратили внимание на новую локацию? Сейчас временно снимаем у сына, пока дома идет ремонт. Очистив кость, удаляем лишние пленки. Телятину натираем солью. В складочки мяса кладем веточки розмарина. И плотно перевязываем кулинарной нитью. Такой метод сохранит форму ножки. Смазываем мясо растительным маслом. И затем обжариваем на сковороде со всех сторон. Как только получилась ароматная корочка, перекладываем на противень. Еще нам потребуются стебли сельдерея, 2 моркови и 7 средних луковиц. Все крупно нарезаем. Перекладываем в кастрюлю. И вливаем 300 мл сухого красного вина. Сначала выпариваем спирт на маленьком огне. Содержимое кастрюли соединяем с мясом. И добавляем в стакан воды. Противень запечатываем фольгой. И отправляем в разогретую духовку до 130 градусов на 5 часов. После этого распечатываем мясо. И поливаем ароматным бульоном. Для красивой глянцевой корочки сделаем соус. Берем бульон и 100 грамм сливочного масла. Выпариваем его до густого глянцевого состояния. Далее смазываем мясо. И ставим на 5 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. После этого удаляем нити. И переносим телятину на большое блюдо. Чего-то здесь не хватает. Гарнира. И его мы подготовили заранее. Итак, в соленом кипятке в течение 2 минут бланшируем брокколи. Морковь. Перец и помидоры. Далее на сковородке поджариваем перец, а за ним морковку. Но это все еще не то. Нам нужна карамельная корочка, поэтому добавим немного бальзамического соуса. Теперь объединяем все овощи, заправляем бальзамическим соусом, прованскими травами и оливковым маслом. Перемешиваем.
и красиво украшаем мясо. Для гарнира берем перец, режем пополам, и придаем плоскую форму. Затем цукини вдоль и добавляем острый перец и соль. Отдельно соединяем 120 мл воды и 2 чайные ложки бальзамического соуса. Заправляем им овощи и перемешиваем. Достаем мясо и проверяем внутреннюю температуру. Сейчас 63. Теперь запечатываем в фольгу. Как раз соки равномерно распределятся и температура немного повысится. А за это время поджарим овощи на гриле. Наконец-то делаем подушку из овощей. Не просто распечатываем мясо, а еще разрезаем на куски. Смотрите, насколько оно сочное. Я хочу уже попробовать. Теперь на овощи кладем нежное мясо и посыпаем солью. Приятного аппетита! Сложно-то не придется сегодня. Волнение на пределе, мураши повсюду, сердце выскакивает. Ну что ж, все или ничего, поехали! Ваня начинает первым. Это чувствуется сразу, мраморная говядина, максимально мягкая, сочная, такая мощная, со вкусом розмарина. А это сразу видно домашняя телятина, поэтому она жуется похуже, но по специям тоже очень даже ничего. Но голос отдаю за это. Далее хохотушка Тоня. Мне понравилось это мясо больше, потому что оно сочнее. А как же оценит мясо Настя? В этом мясе чувствуется его стоимость. Оно мраморное, легко режется и легко жуется, и также оно очень сочное. Это блюдо забираю с собой. Уже и так все понятно, но мнение Вики стоит послушать. У нее большой опыт, она очень хорошо готовит. В этой красоте есть места, которые немножко жестче и немножко мягче. И те, что тают во рту. Это же рулька. Мясо безумно нежное, но мраморная говядина, что тут сказать. Было очень-очень вкусно и очень нежно. Конечно, здесь жевать особо не нужно. Как с точки зрения не последнего человека, который работал с мясом,
хочу сказать, что рульку вкусно приготовить всегда очень сложно. Мраморную говядину я пробую впервые. Это очень вкусно. Но так приготовить говядину, которая домашняя, еще нужно рискнуть и попробовать. Я за риск и пробую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Если бы стресс сжигал калории, то я бы давно была супермоделью. Походу, сегодня Андреев день, и он скромно радуется долгожданной погоде. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!